С вами новостная сводка по EVE Online. Давно не было новостей на моем канале, ведь всю минувшую неделю мой альянс зергов участвовал, возможно, в одном из самых ярких событий Нового года — в уничтожении Кипстара дичей в регионе Квариуса. Не забываем про поддержку новостной рубрики, не буду тянуть к новостям. Все таймера Кипстара дичей на минувшей неделе были многочасовыми и многотысячными сражениями, где все было настолько близко к поражению одной из сторон, что порой судьбу всего боя определяла буквально одна нажатая кнопочка. И если на первом таймере только загона структуры локал был всего лишь около 1500 персонажей и суммарные потери обеих сторон оцениваются в 140 миллиардов исков, то вот на арморном таймере все было гораздо серьезнее. 3000 пилотов, больше 7 часов противостояния, потери атакующих больше 440 миллиардов исков, потери обороны 330 миллиардов исков. Сторона атаки в лице онлифлитов использует огромную сферу кэрриеров и мазеров, которые в какой-то момент переводят бой на сторону атаки. Обороне не помогает даже превосходство на почти 300 пилотов. Часть кар и вовсе, убегая с поля боя, попадает в ловушку на фейковом циномаяке в регионе. Именно на арморном таймере наблюдающие за противостоянием лидеры The Initiative публично на стриме заявляют: итак, Phoenix Co это все-таки прокси Winter Co коалиции. И что будут с этим дальше делать иниты, до сих пор не совсем ясно, но скорее всего повод для возможной атаки на Фениксов в случае малейших проблем или же вопросиков уже найден. Все стороны понимают, что судьба Кипстара дичей решится на финальном таймере. Будний день, 19 часов по Москве. Очень тяжелая таймзона для атаки, но происходит невероятное. Сторона атаки приводит в систему больше 1500 пилотов вновь, в то время как оборона лишь 900 человек. В самом же начале боя флитком Hold My Prop совершает фатальнейшую ошибку, отправив флот в варп без широкой формации, из-за чего десятки линкоров приходят буквально в одну точку и тут же получают массовый бомбран. Когда дым рассеялся и мне удалось залочить эти батлы, стало ясно, что у всех их порядка 10-15% запаса армора. Это было фаталити по флоту обороны, после чего всего лишь на 30% снесенного хула Кипстара весь капитальный флот Phoenix Co начинает покидать систему, оборона сдается. Кипстар за 250 миллиардов исков уничтожается. Но кто же понес более серьезные потери при уничтожении данного Кипстара? Если собрать все эти бои в одно целое, то выходит, что Фениксы фиксируют убыток больше, чем 803 миллиарда исков с учетом Кипстара, в то время как атакующие теряют чуть больше 600 миллиардов исков. Осознав, что запасы батлов обороны уничтожены в Кипстаре дичей и заперты в системе вывоза ассетов, коалиция онлифлитов и дрейков начинают действовать. Начинается попытка загона столичного Кипстара Фениксов, последней структуры типа Кипстар в регионе Дельва и Квариуса, которая у них осталась. Но тут благодаря множествам пингам Фениксам все-таки удается отразить эту атаку, потеряв весь флот темпестов, но с помощью кар настреляв довольно хорошее количество найтмаров и даже офицерский фаервол стоимостью больше 20 миллиардов исков. Общие потери таковы: Фениксы теряют 103 миллиарда, атакующие больше 119. А пока шел этот бой, на границе с Фениксами был брошен еще один фортизар, который успешно был установлен без серьезного сопротивления в системе 319 на границе с Клаймом и всего лишь в 2 прыгах от домашки всей Phoenix Co коалиции. На этом фоне всплывают сливы из рядов Фениксов о масштабных проблемах как внутри корпораций и обычных пилотов, устроивших настоящий бунт против ввода более серьезных проверок на шпионов, а также в сеть утекает разговор лидершипа Фениксов о серьезных проблемах с фондом компенсации, которого осталось буквально на один серьезный капитальный бой. Просят задонатить на компенсы, видимо, все действительно плохо. Если взять статистику противостояния ровно за один месяц, с учетом всех последних сражений, видно, что коалиция Фениксов за всего лишь 30 дней теряет уже почти 1 триллиона исков против 600 миллиардов у стороны атаки, а конфликт даже и не планирует утихать. В момент монтажа этого видео онлифлитс делают кое-что невозможное. Прямо в домашке Phoenix Co они флитварпают, уничтожают кап-группой
Титан Альянса Black Rose. Исходя из внутренних чатов коалиции, об уничтожении этого Титана пилоты узнают из ЗКБ. Корабль стоимостью 165 миллиардов исков погибает без какого-либо сопротивления. Атакующие покидают систему без потерь. Переместимся же в регион Гименат, где Империум начал давление на Альянс тестов. Винтеркоп приходится реагировать на атаки их границ в дрон-регионе, которые с учетом сети бриджей Империума скорее всего станут основным контентным местом для столкновения имперцев и фратов. Это что, третья пчелиная начинается? Недолго гуны искали себе нового противника после развала Панфама. Несколько раз загнав Кипстар в Винтерко, гуны все-таки пока отброшены из региона, потеряв несколько своих фортизаров. Но скорее всего основную атаку мы увидим позднее. Но где атака удалась у гунов, так это загон и уничтожение Кипстара в Сахтагазе. Альянс Dragon Riders Legion, Альты, ФРТ, ну или друзья ФВ теряют Кипстар и флот обороны в лице 9 зернитр и группы дредноутов, ну и сам Кипстар. Тем временем у доджеров в дронах не прекращаются столкновения с местными жителями. Флот баргестов РМС погибает в китайскую таймзону Альянса ГВшников уже несколько месяцев, отражающие атаки редов на их оставшиеся территории. Суммарные потери РМС около 25 миллиардов исков против 13 у ГВшников. Но не только китайская таймзона наступает на пятки РМЦ. Shadow Cartel тоже не прочь принять капитальный бой. При попытке загона своей асбельки РМС отвечают капиталами, уничтожая факс и несколько арморных апоков Нави на сумму больше 34 миллиардов исков, теряя 27 миллиардов в основном факсами и несколькими найтмарами. В момент выхода этого видео у РМЦ решается судьба Фортизара, который по последней информации находится в финальном таймере. Силы дипвотеров и лазеров устраивают капитальную зарубу, в то время как Фортизару не хватает буквально 2 секунд до полной починки на арморном таймере. Кто тут за кого, понять очень сложно, но лазера теряют больше 263 миллиардов исков, в основном дредами. Уничтожены 8 зернитр, 12 нави дредноутов, 7 кар и уйма других кораблей. А вот дипвотеры отправляют в Альгалу примерно столько же дредов, суммарно на 224 миллиарда исков. РМС в этом же бою лишаются 30 найтмаров, общей суммы на 44 миллиарда. Видно, что давление на РМЦ продолжается, и коалиция каждую неделю теряет установленные фортизары, которые становятся хорошим поводом всем местным жителям дронов собраться ради хорошего боя. Каждый год у Снафатаута и Юнитов есть славная традиция ловить флот прикрытия Виндерко, уничтожая особо ценные титаны и мазера, желательно фракционные. В этом году на их удочку пойманы Азриэль за больше чем 820 миллиардов исков. Обратите внимание, что все его нижние слоты полностью в офицерских модулях. Каждый из этих айтемов может стоить десятки миллиардов исков. Также вместе с Азриэлькой на ЗКБ отправлен Ревенант за более скромные 300 миллиардов исков. В этом бою атакующая группа теряет около 200 миллиардов исков дредами, уничтожив Винтерко больше 1 триллиона исков. Получается, окупились больше, чем в 5 раз. Обычно тихий регион Great Violence, настоящая пустыня, внезапно полыхнул, да так, что даже попал в нашу новостную сводку. Флот Империума в противостоянии за ценнейшие луны уничтожает капитальный флот Т1 дредноутов Пёрплов и флота Сабкапа на Скорпионов. Без малейшего шанса имперцы выносят больше 90 миллиардов исков, уничтожая 15 капиталов и оба Митиноксика. Это были самые интересные новости минувшей недели. Не забывайте поддерживать новостные сводки своим лайком. Увидимся на стримах и на просторах EVE Online. Fly safe, капсулир.